Друзья, ну что, Xiaomi TV Stick 4K. Вот такой вот второй ревизии сегодня у нас на обзоре. Стик достаточно интересный и, казалось бы, должен был бы очень сильно у нас получить обновление по сравнению со второй ревизией, вернее не со второй, а с первой ревизией, именно 4К, потому что 4К была первая ревизия, первый самый стик был 1080p. Но что вышло? Да вышло все очень просто. Все те же старые форматы и стандарты, да, но просто с замененным процессором и переход на Google TV. А помните, я говорил, что так будет? Да, так и есть. Короче, на канале Технозон вот такой вот стик. Поехали. А начинаем, конечно же, с просмотра того, сколько он стоит. Перед этим прошу вас подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. И ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Стоит он на текущий момент, именно вторая, ну, в зависимости от того, откуда отправляют, от 45 до 46, 47 долларов. Если закупаетесь на aliexpress.com, то у нас есть еще купоны в описании под видео. И можно, в принципе, можно использовать, будет еще дешевле, чем есть на текущий момент. Теперь, смотрите, что они нам заявляют. 6-нанометровый 4-ядерный процессор, это iMlogic S905, у нас получается X5M, либо Y5M, но на самом-то деле он вроде бы полноценный, с ARM G310 V2, 2 на 8, Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2 и у нас HDMI 2.1a. Объясню, для чего HDMI 2.1a, потому что здесь у нас присутствует QMS VRR, а это немаловажный аспект. Теперь дальше. У нас есть различные тут декодеры написали и прям написали, поддерживается Dolby Atmos и DTS:X, Dolby Vision и HDR10. А это уже, кстати, хороший набор именно для стримингового стика. Давайте развернем на что. Больше ничего они не написали такого нам. А как же нам понять? Представляете, никто и ничего больше и не пишет. Вот это да. А здесь тоже ничего не написали. Да, это все, что есть. Теперь представляете, да, с чем нам приходится работать. Вот так втихую прошел этот стик, никакой презентации, никаких официальных релизов, но нате, разбирайтесь, кто чего может. Ну да ладно, мы-то разберемся, с нас не убудет. Ссылки в описании под видео, подписались, поехали дальше. Ну что, рассмотрим Xiaomi. Интересно, это Google TV, сразу видим Netflix, Wi-Fi 6, что у нас тут еще? DTS:X и HDR 10+. Кстати, ну Dolby Vision, Dolby Atmos, это все у нас есть. Давайте вскроем. Могу сразу сказать, я уже, конечно, смотрел, но он был в памперсе. А вот что меня действительно немножко взбесило в данном Xiaomi стике, это то, что здесь до сих пор micro-USB. Уже черт возьми, какое поколение? 25-го года стик, да, и мы до сих пор держимся за micro-USB. Просто жесть. Само собой, здесь есть кабель micro-USB на USB Type-A, есть удлинитель HDMI, который я советую всем использовать. Конечно же, стандартный пульт Xiaomi, который есть с инфракрасной опцией, можно управлять дополнительно телевизором, там, звуковой панелью и тому подобными вещами. При этом пульт неплохой. Клацает, сразу говорю, клацает. Есть блок питания 10-ваттный, 5 вольт, 2 ампера. Ну и сам по себе стик, ничего примечательного у нас нет. Стик заставочка. Пульт вы уже поняли, да, у нас вы только что видели распаковочку. Смотрим по пульту. Давай, включился интерфейс. Поехали посмотрим. Работает вроде бы плавно. Действительно, намного мощнее процессор. Задержек практически нет. Смотрите, у нас, то есть, ну, действительно, очень хорошо отрабатывает этот самый интерфейс. Но сразу вам скажу, как только вы его подключаете через OTG кабель, к нему подключаете SSD диск, а кстати, вот что самое интересное, здесь действительно работает точно так же OTG кабель. Вот, пожалуйста, вы можете вот здесь вот посмотреть, как он выглядит. Пожалуйста, ссылку тоже закину в описании под видео. Когда вы подключаете SSD к нему, то через него, то да, он определяет, и вы сейчас видите вставку и NTFS, и exFAT. Это положительный момент. Работает с SSD, там, по крайней мере, терабайтник к нему был подключен, он его съел. Хорошо, при этом еще и с двумя логическими дисками.
Теперь дальше. Как только вы его подключаете, стик начинает жутко и безбожно работать медленно. Сам по себе USB-порт медленный, хотя файлы воспроизвести можно. Но давайте пойдем посмотрим в настройках, чего же у нас есть. Конечно же, у нас есть, ну там, давайте там 4К 60 Гц включим, будет, да, все есть. От там 720p, это то, что видел, ну 480p мы сейчас уже в расчет не берем, до 4К 2К 60 Гц. И, конечно же, AISR. Тоже видите вставочку. AISR работает, а это значит, что низкобитрейтные видео, либо, допустим, видео там 720p, 480p, он спокойненько переделывает в нормальный формат в 1080p, либо в 4К. Но не совсем это 4К, это просто улучшение детализации низкокачественных видео. Но это работает. Есть адаптивный HDR, при подключении к HDR телевизору здесь будет адаптивный HDR, и, конечно же, есть автофреймрейт с VRR QMS, все отлично отрабатывает, всегда использовать, у нас есть, видите, и через черный автофреймрейт, и без черного, если ваш телевизор поддерживает VRR QMS. Тут немаловажный аспект следует отметить, что действительно наличие HDR 10+, Dolby Vision, это делает его более универсальным, с учетом того, что Netflix тоже переходит на HDR 10+, вместе с Dolby Vision. Ну и в расширенных настройках звука, да, у нас есть улучшение диалогов, и можно даже форматы с включением сквозной передачи выбрать, то есть PCM. Очень неплохо. Вот Xiaomi прям как не в себе. Wi-Fi-чик, посмотрим сейчас коннекты, посмотрим сейчас, скажем так, управление, но есть у нас настройка кнопок на пульте, то есть наш пульт, вы его видели на распаковочке, вот этот вот пульт. Хотите, я вам сейчас его приближу для того, чтобы... Нет, не надо. Можем управлять телевизором, можем управлять доп. Устройствами, нажимаем ОК, видите, управление телевизором, либо там звуковой панелью, ресивером, либо только телевизором. Это тоже очень и очень удобная опция. Больше ничего здесь, в принципе, в системе такого интересного нет. Смотрите, кроме того, что есть у нас режимы энергопотребления, где я советую вставить сразу же повышенное потребление. Почему? Потому что обычно идеология работы приставок в том, что они работают как смартфоны, там где необходимо экономить заряд, и вы можете поставить низкое потребление, но я оставлю повышенное, тогда он не засыпает приложение, и в принципе Matrix тот же работает, ну скажем так, неплохо. Больше здесь ничего интересного для нас нет. Но давайте пойдем посмотрим по голосовому поиску. Сейчас попробуем. Фильм Черкасы. Фильм Черкасы. Нужно держать, кстати. Голосового глобального нет. Вот работает как работает. Видите, Черкасы на YouTube и тому подобное. То есть в Google TV уже давным-давно не работают, скажем так, в сторонние приложения. Но если вы пойдете, допустим, в тот же самый YouTube, либо приложение, которое поддерживает через Android TV интерфейс, это именно Android TV на оболочке Google TV, и, допустим, прям в главном меню нажмете голосовой поиск и скажете там «Канал Технозон», то он прям внутри приложения проведет поиск. То есть вы увидели, да, то есть это работает, вот такая вот идеологию они поменяли полностью. Это неплохо, это просто особенность данного ТВ-бокса. Дальше, AIDA 64. У нас с вами видим, что это Mi-TV, там какой-то AFMU, ну это то, что вам нафиг не надо, да, по сути, 2 на 8 и центральный процессор Cortex A55 по 2,5 ГГц. Пихнули все-таки гады сюда, полноценный iMlogic. И, кстати, поддерживается здесь тоже LAN-адаптеры, которые гигабитные, да, то есть можно спокойно подключать, и они будут работать, но сеть не рассчитывайте, что будет там, грубо говоря, через провод больше 200 мегабит, больше 250. Так уж устроено. Тут все-таки USB 2.0, и вот это вот меня немножко раздражает. Теперь за отображением Mali G310 у нас интерфейс в 4К, сеть у нас имеет коннект аж 1200 мегабит. По факту посмотрим. Android 14, Mali G310, температур термодатчиков вообще нет, они отключили ни в каком виде, даже через ADB получить доступ не получилось. Ну и по кодекам у нас тут в принципе все мы видим более-менее хорошо. Да, ну все нормально, они C2, с Android 14 пошли уже не OMX, а C2 кодеки, как мы видим, и, пожалуйста, все есть. Хорошо, ладно, поехали тестировать дальше. Если мы уж были в YouTube, да, то давайте с YouTube и продолжим. Проигрывает абсолютно все без каких-либо вопросов. iMlogic под это и заточен был. При этом, смотрите, я сейчас, вы видите, как я включаю волшебный лес. Я сейчас остановлю. Знаете, что я хочу вам диагностику включить? Да нет, стой, надо остановить. Надо диагностику включить для того, чтобы вы видели, что происходит.
Во-первых, включаем диагностику, включаем качество 4К и рестартанем, чтобы посмотреть, есть дропы или нет. Кстати, Connect на воспроизведение... у нас же пауза стоит. Connect на воспроизведение у нас 81 мегабит. Сейчас выходим в меню YouTube и перезапускаем. Важно понимать, что он правильно отрабатывает потоки HLG. Здесь мы видим SDR потоки. При этом качество он почему-то регулировал сам в 2К, то есть приходится принудительно его повышать, если, допустим, чего-то он там видит. Хотя нет, 4К. 2160p, а ну пробуем, сейчас переключит, да, все отлично, тут вообще вопросов нет. И на вставке мы видим, что HLG отрабатывает, и отрабатывает простые потоки VP9, я вообще без вопросов. То же самое с дикой рекой в AV1 кодеке, хотя сейчас VP9 на вставочке вы тоже увидите, сейчас работает у нас VV1 с HDR10, и, кстати, HDR10 Plus тоже так же работает. При том, что здесь есть возможность регулировки скорости воспроизведения, потому что это сертификат, вот полный сертификат, 1.5 спокойно воспроизводит. Для любителей смотреть на ускоренном, пожалуйста, смотрите. По самому интерфейсу, я честно вам скажу, менял бы на Projectivity Launcher. Я уже делал когда-то видео, как заменить на лончер, который вообще более универсальный, еще и кастомизируемый, это будет вообще намного лучше. По поводу открытия маркета, для того, чтобы открыть нам Play Market, нужно включить голосовой поиск и сказать Google Play Store. Google Play Store. У нас открывается стандартный Google Play Store. Давайте что-нибудь загрузим для теста сети. Wi-Fi Analytics. Во, смотрите, есть у нас сразу, а он у нас загружен, просто он в менюшке не отображается. И сразу же тестируем 5 ГГц Wi-Fi, он находится сейчас в 4 или 5 метрах от роутера. Не прямой, роутер стоит за стеной. Но те, кто давно следили за моим творчеством, они видели тесты в моей квартире. Вот, пожалуйста, 220 мегабит на загрузку и порядка там 200 на выгрузку. Максимально, что я получал, здесь 260-270 мегабит. Но здесь будет 150. Этого вполне достаточно для проигрывания любого контента. Это все-таки формата стика, не более не менее. Давайте 2,4 ГГц с вами проверим тоже. Открываем. Очень плавный интерфейс. Вот прям очень плавный. Знаете, это очень удивительно. Поехали 2,4 проверять. Смотрим. Давайте ждем. И 2,4 у нас средний результат. Я считаю это средним результатом. 50 мегабит. Это не прям супер высокий. Обязан вам говорить правду. Считать ли его ТВ-боксом, вернее ТВ-стиком для проигрывания с внешних устройств? Ну нет. Я бы считал его полностью стриминговым. Хотя на отдачу, смотрите, 120 мегабит. Это очень неплохо. На загрузку средний показатель. Ну опять же, показываю всю правду. Считать ли его ТВ-боксом для стриминга? Да. Считать ли его ТВ-боксом для офлайн просмотра? Ну, разве что только, если вы будете просматривать с каких-то сетевых дисков. По поводу автофреймрейта, давайте откроем и загрузим Vimeo, например. Google Play Store. Opening Google Play Store. Все с помощью голоса делаем. Vimeo Media Player. Вот, пожалуйста, Vimeo Media. Давайте установим, посмотрим на те форматы автофреймрейта. Ну, вернее, поддерживает ли он все частоты и поддерживает ли он дробные и целые. Это вот тоже немаловажный аспект. В целом стик быстрый. Греется ли он, хорошо отводит на внешний корпус. То, что он греется, это хорошо в плане с наружным. Это значит, хорошо выводится на внешний корпус. Поддерживает и дробные, подождите, да, поддерживает и дробные и целые частоты. Это хороший автофреймрейт. Тут вопросов как бы не возникло. По поводу Netflix и стриминговых сервисов, конечно же, здесь есть полная сертификация. И при, допустим, проигрывании Netflix вы сейчас видите вставочку, что у нас там и Atmos проигрывается, и с Dolby Vision, с Dolby Atmos, да и при включении он будет, конечно же, проигрываться в 4К. Вот, пожалуйста, у нас есть автофреймрейт в Netflix, все суперово. То есть у меня вопросов по воспроизведению Netflix и подобных сервисов, конечно же, нет. Теперь. Эфирное телевидение, OTT-сервисы, пожалуйста, вы можете спокойно смотреть, включать какие угодные каналы. Хотя у нас по телевидению показывают сейчас одно и то же. Давайте посмотрим что-то еще. Переключать потоки, тут как бы вопросов даже нет. Можно там следующий канал включать. Тоже я не вижу особых проблем.
Вот, пожалуйста, фильм идет, но вынужден, конечно же, немножечко скрывать это все. Как и, в принципе, любые стриминговые сервисы будут тут воспроизводиться идеально. Потому что, во-первых, они не потребляют столько ресурсов, все оптимизировано, но насчет Matrix, я могу сказать, каких-то других сервисов, пожалуйста, используйте, пожалуйста, воспроизводите Matrix 40 в 265 кодеке тягал, те, кто понимает, про что я, спокойно могут это использовать. Теперь по поводу звуков, форматов звуков. Мы когда загрузили коди, да, мы поставили проброс, пожалуйста, в коде мы получили Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD мы не получили, мы получили Dolby Digital Plus, он в нем проигрывал, DTS получили в HD, и тут как бы тоже вопросов нет. По поводу HDR и наружных видеофайлов, HDR проигрывается отлично, по скорости USB хватает, а по поводу Dolby Vision, 5-й профиль работает, как в принципе и 8-й профиль работает. Это все вы видите сейчас на видеопотоке, который мы снимали отдельно. А вот Dolby Vision 7 профиля не работает ни в каком раскладе. Так у меня и не получилось завести хотя бы в одном слое. Но все мы понимаем, что на онлайн-стике это уж точно не актуально. И получается, что у нас остается проверить, например, там какой-нибудь сертифицированный еще момент трансляции. Да? Давайте попробуем затранслировать что-нибудь. Здесь есть два типа. Здесь есть Google Cast и есть Miracast. Ну вот сейчас вот я вижу... Ой, RTG2, что это такое? У меня тут столько разных этих... Так, начать трансляцию. Ну, давайте, например, приложение моего автомобиля. Да? То есть вот, сейчас у меня там, грубо говоря, автомобиль, он встает, ну, здесь я просто-напросто могу транслировать приложение, могу транслировать фотографии, могу транслировать видеопоток, кстати, отключить трансляцию, могу транслировать видеопоток. Также можно реализовать беспроводной экран через Miracast, пожалуйста, есть дополнительное приложение Miracast, это тоже очень хорошо. Я могу также само закастить туда свой смартфон. О, прикольно так, оно, кстати, делает. И у меня показывает сейчас и Google Chromecast, и Miracast. Но уже не будем этим баловаться, потому что мы понимаем, что это работает. Мы это только что увидели. Стой, куда ты пошло? Мы понимаем, что это все мы увидели. Больше, в принципе, мне показать здесь вам нечего абсолютно. Потому что стик крайне обрезан по своим возможностям в плане, допустим, тех же интерфейсов. Стик, ну, давайте я вам сразу буду говорить свои рекомендации или нет. Давайте так, стик очень-очень даже вменяемый. Вменяемый, хороший для стримингового стика. Для офлайн просмотра, ну, маловато уже памяти, ну, 2 на 8. Если поменять на Projective Launcher, да, вообще отлично, еще лучше работает. Говорить о том, что он плохой, я не скажу, это классный стик, до $50, так вообще, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, DTS HD, Master Audio, да, здесь нет Dolby True HD даже в пробросе, но это такое уже дело, 7 профиля нет, но это опять же не для онлайн просмотра, но все стриминговые сервисы работают, сертификация есть, ютубчик работает, HDR, HDR10 Plus есть, Dolby Vision 5-8 есть. А что нам еще надо? Буду ли я его рекомендовать? Однозначно буду. До $50 шикарная штучка. И, конечно же, он войдет в наш топ до 50, но с учетом на онлайн просмотр. Использовать UTG кабели, офлайн там кабели, там подключение LAN, это все на ваш выбор, он это все поддерживает. В целом, мне понравилась технология AISR, улучшение изображения, действительно тоже работает. И на плохих каналах, скажем так, это очень сильно вывозит. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.